2009 году на удаленном острове Ибис был построен секретный военный комплекс с сетью научно-исследовательских лабораторий. Объект принадлежал республике под названием Борджиния, которая тайно финансировала эксперименты по созданию нового источника энергии и разработку сверхмощного оружия на его основе. В комплексе находились сотрудники службы безопасности и военный персонал, а также трудились десятки ученых во главе с доктором Эдвардом Кирком, настоящим непризнанным гением в области физики, который ранее работал на правительство США, но позже был завербован республикой Борджинией для продолжения своих исследований на острове Ибис. Главная задача его группы – это создать неограниченный источник питания, который мог бы заменить все известные ресурсы. В ходе продолжительных экспериментов учеными была открыта так называемая третья энергия. Энергия, извлекаемая из самого пространства во время взаимодействия материи в вакууме. Невероятно мощная, совершенно неисчерпаемая и абсолютно независимая от других источников питания. Предположительно, она могла бы стать вечным двигателем, но был у этого открытия один побочный эффект. Третья энергия способна напрямую воздействовать на структуру пространства и времени. При нестабильной реакции она вызывает мощные искажения, открывающие временные порталы, которые работают по принципу теории замещения. Материя начинает обретать свой более ранний или даже первоначальный вид. Два временных слоя из разных эпох как бы соединяются и начинают заменять друг друга. То есть объект из прошлого заменяется объектом из настоящего, и аналогично объект из настоящего заменяется объектом из прошлого. Одержимый своим открытием доктор Кирк игнорировал любые меры предосторожности. Он продолжал эксперименты, невзирая на чрезвычайную опасность этих опытов, что в итоге и привело к неминуемой катастрофе. Во время очередного испытания произошел мощный выброс энергии, буквально прожегший дыру в реальности. Часть комплекса вместе с персоналом бесследно исчезла, а на ее месте образовался фрагмент древней экосистемы. Настоящие доисторические джунгли мезозойской эры. Но вместе с флорой в настоящее время проникла и фауна. Странные существа, похожие на гигантских рептилий, которые вымерли 66 миллионов лет назад. Эти смертоносные кровожадные чудовища быстро адаптировались к новым условиям жизни и, ведомые лишь одним первобытным инстинктом, устроили настоящую бойню. Высокотехнологичный комплекс пал за считанные часы, а тем немногим выжившим, кто остался в этой реальности, была уготовлена не самая завидная судьба. Их буквально сожрали заживо. Эти хищники без труда заняли свое историческое место на вершине пищевой цепочки, превратив каждого, кто встал у них на пути, в самую обыкновенную добычу. Правительство США получает информацию о местонахождении доктора Кирка и об его экспериментах по созданию нового сверхмощного оружия. Они немедленно отправляют на остров Ибис специальный отряд под названием SWORD с целью обнаружить беглого ученого и безопасно вывести его за пределы объекта. SWORD – это элитное подразделение, специализирующееся на секретных операциях, о которых не должно быть известно общественности. Разведка, проникновение и нейтрализация угроз национального масштаба. В состав группы входит всего 4 оперативника. Командует отрядом суровый и прагматичный Гейл. Взламывать защищенные системы помогает хакер по имени Рик. За радиосвязь и коммуникации отвечает Купер. Ну а тактическими действиями команды занимается невероятно опытная шпионка по имени Регина. Оперативники десантируются прямо на остров и даже не подозревают, что же их ждет впереди. И худшее не заставит себя долго ждать. Самое обыкновенное задание обернется настоящей катастрофой. На первых же минутах погибает Купер, угодивший прямо в пасть огромному голодному хищнику. Отряд лишается своего радиста, и с ужасного вопля тираннозавра начинается история Дина Кризис. В марте 1996 года компания Capcom выпускает игру под названием «Обитель зла». Ужастик про зомби и различных лабораторных монстров, наводнивших помещение огромного особняка и его окрестности. Игрокам предстояло тщательно изучать комнаты и искать выход из запутанных коридоров, попутно решая непростые загадки и отбиваясь от жутких монстров. Выживать приходилось в условиях ограниченных ресурсов, заниматься распределением предметов, экономить каждый патрон и беречь последнюю аптечку.
заранее продумывать каждый свой дальнейший шаг и прокладывать маршрут во избежание встречи с опасными противниками. Все эти напряженные ситуации сделали игру настоящим феноменом своего времени. «Обитель зла» стала не просто хитом, а фактически сформировала жанр survival horror в его современном виде. А это означало, что в этом направлении появятся и другие представители жанра, так называемые клоны и культурные подражатели, каждый из которых стремился переманить аудиторию у легендарного ужастика. Они заимствовали концепцию и различные игровые механики, использовали готовую формулу как основу, а затем просто улучшали ее, внедряя свои собственные идеи. И на фоне такой быстро растущей конкуренции Capcom решил создать новую франшизу, которая во многом бы напоминала «Обитель зла», но в то же время значительно от нее отличалась. Экспериментальный проект должен был сохранить хорошо знакомую концепцию, предложив при этом новые механики, способные на равных соперничать с лучшими представителями жанра. Он должен был прочно закрепить статус Capcom как основного поставщика survival хорроров. И этим проектом стала игра под названием Dino Crisis, рожденная на волне успеха «Обитель зла» и фильмов серии «Парк юрского периода». Dino Crisis – это survival хоррор от третьего лица, вышедший 1 июля 1999 года на платформе PlayStation, а в дальнейшем добрался до ПК и Sega Dreamcast. Проект был разработан все той же компанией Capcom под руководством создателя серии «Обитель зла» Синдзи Миками, культового геймдизайнера, известного своим перфекционизмом и любовью к экспериментам, которые не всегда были успешными, но зачастую приводили к появлению в играх революционных механик. Имея полную творческую свободу в создании Dino Crisis, разработчик регулярно экспериментировал и нисколько не стеснялся обкатывать все свои идеи. Он не любил повторяться и хотел предложить игровой индустрии нечто принципиально новое на фоне хорошо забытого старого. И таким образом игра получила новый поджанр и продвигалась как панический хоррор, который был основан не столько на страхе, сколько на чувстве паники и тревоги. То есть разработчики не собирались пугать игрока, а хотели, чтобы он находился под давлением и регулярно испытывал стресс из-за невозможности оказать серьезное сопротивление своим противникам. Во многом помогал переход в полностью трехмерное окружение, которое пришло на замену 2D-бэкграундам. Вместе с ним появилась и динамическая камера, которая все так же выбирала эффектные кинематографичные ракурсы, но теперь она перемещалась вслед за персонажем. Она здорово передавала динамику всех экшн-сцен и буквально создавала эффект погони за игроком. Но главным источником напряжения, конечно же, были сами противники. И кто же они такие? На замену медленным и неповоротливым зомби пришли крайне хитрые, невероятно агрессивные и достаточно умные динозавры, которые без труда сокращали дистанцию и догоняли игрока, куда бы он от них не убегал. Вымершие рептилии спокойно перемещались между локациями и совершенно не стеснялись выбивать окна или открывать двери, заставая игрока буквально врасплох. Персонаж практически нигде не мог чувствовать себя в безопасности, так как имеющийся арсенал оружия не наносил кровожадным существам достаточного урона. Это вынуждало его использовать ловушки и идти на различные хитрости, искать лазейки и обходные пути. Противники обладали разнообразными моделями поведения и большим количеством анимаций атак. Они буквально могли сбить персонажа с ног и выбить оружие из его рук. Хватали персонажа своими челюстями и трясли его как тряпичную куклу, демонстрируя таким образом свою силу и превосходство. Игроку буквально приходилось изучать их манеры поведения и идти на эксперименты, чтобы научиться оказывать им сопротивление. В этом ему помогали как огнестрельное оружие, так и усыпляющие дротики, которые создавались путем комбинации различных предметов. Вариаций по крафтингу ресурсов было довольно много, поэтому и здесь игроку приходилось действовать методом проб и ошибок. А чтобы главная героиня не чувствовала себя настоящей грушей для битья, ее также оснастили новыми ранее невиданными механиками. Персонаж научился быстро разворачиваться на 180 градусов, а также без труда ходить во время прицеливания. При этом нельзя совмещать ходьбу и стрельбу одновременно, что ограничивает гибкость и мобильность персонажа в момент сражения с противником. В довершение ко всему игра была богата на загадки, едва ли не самые сложные в этом жанре. Они требовали от игрока максимальной внимательности и смекалки. Без определенных знаний и опыта их вовсе было практически невозможно решить. Так как мир в игре стал объемным, то вместе с ним появились и загадки, полностью задействующие трехмерное окружение. Персонаж взаимодействовал с объектами, учитывая их форму и высоту, и старался правильно распределить их в пространстве, чтобы открыть дальнейший путь. Dino Crisis обладала высоким порогом вхождения, и для многих игроков она
сторон оказалась попросту трудной. Довольно жесткие стычки с противниками и еще куда более сложные запутанные загадки ставили крест на прохождении этой игры. Но это не помешало данному экспериментальному проекту продаться внушительным тиражом в 2 400 000 копий и обзавестись своей преданной фан-базой. Этот успех способствовал появлению сиквела, спин-оффа под названием Dino Stalker и заключительной третьей части. К сожалению, с момента своего рождения данная серия фактически была обречена находиться в тени обитель зла. Ее и по сей день называют клоном только с динозаврами вместо зомби. Давайте разбираться и узнаем, насколько правдиво это утверждение. А начнем мы с истории разработки. После невероятного триумфа «Обитель зла» Capcom принялась за разработку второй части. Синдзи Миками был повышен до должности продюсера, а главным режиссером стал Хидеки Камия. Между двумя разработчиками часто возникали споры и разногласия касательно того, каким должно быть продолжение. Миками предпочитал более традиционный хоррор, тогда как Камия хотел сделать игру масштабнее, кинематографичнее и зрелищнее. В конечном итоге они сошлись в одном и единственном мнении. Почти готовый сиквел с коммерческой точки зрения получался совершенно неудачным. И тогда разработчики приняли решение отменить его и переделать вторую часть практически с нуля. После всех дебатов Миками перестал вмешиваться в разработку и оставил за собой лишь роль продюсера. Именно тогда компания пришла к выводу, что надо развивать сразу несколько франшиз, а не ограничиваться только одной серией «Обитель зла». На рынке постепенно появлялись все новые конкуренты, и нужно было принимать решения, и Миками с радостью поддержал эту идею. Он получил разрешение на создание абсолютно новой игры, в которой имел бы полную творческую свободу, но с заметно меньшим бюджетом, чем у сиквела «Обитель зла». Разработка Dino Crisis стартовала примерно в 1997 году и шла одновременно со второй частью. Фактически они разрабатывались параллельно, и многие сотрудники часто переходили между двумя проектами. Синдзи Миками регулярно задавался вопросом, что же делает монстров по-настоящему страшными. Не сколько внешний вид, а именно их поведение и природная сущность, степень угрозы, которую они представляют. В «Обитель зла» игрок часто ощущал себя охотником, и когда он собирал достаточное количество ресурсов, то становился настоящей машиной для уничтожения монстров. В новой игре разработчик хотел добиться обратного эффекта, чтобы игрок ощущал себя с позиции жертвы, на которую ведется охота. Именно так появилась концепция панического хоррора. Противник должен был не пугать своим внешним видом или внезапным появлением из-за угла, а должен был преследовать, охотиться и превосходить игрока в силе и мощи, заставляя того убегать в страхе от греха подальше. В 1993 году вышел на экраны научно-фантастический фильм «Парк юрского периода». Огромный хит, собравший более $1 миллиарда в мировом прокате, ставший настоящей иконой кино 90-х. Он вернул на экраны вымерших существ, показав их величие и грандиозность, но вместе с тем первобытный страх и ужас, который они способны вызывать. Блокбастер пробудил в людях страсть к палеонтологии, желание изучать доисторическую эпоху и, самое главное, любовь к динозаврам. Этот фильм сделал их популярными в массовой культуре как никогда прежде. На следующий год после выхода «Парка юрского периода» на презентации графических возможностей PlayStation была показана технодемка идущего тираннозавра. Тогда в глазах людей он выглядел абсолютно как настоящий и внушал тот самый первобытный страх и ужас. Следом выходили различные фильмы и мультсериалы про динозавров. Появилась и одноименная игра по «Парку юрского периода», а в скором времени вышел и сиквел под названием «Затерянный мир». Посмотрев его, Миками окончательно убедился, что новыми противниками в его игре станут динозавры. Более того, ажиотаж вокруг этих существ не утихал, и аудитория уже была хорошо подогрета к потенциальной игре. В одном из интервью журналу PlayStation Magazine Синдзи Миками задали вопрос, были ли у него какие-то особые причины, почему он выбрал динозавров в качестве основных врагов, и вот что он ответил. Честно говоря, нет никакой особой причины. Мне просто нравятся динозавры. Если подумать о том, что делает динозавров такими крутыми, то прежде всего это их сила, размер, скорость, выносливость и, конечно, сам факт того, что они когда-то ходили по земле, но теперь вымерли. Я подумал, что было бы захватывающе взять живого динозавра и поместить его в реалистичную ситуацию, заставив игрока столкнуться с ним. Очевидно, геймдизайнер вдохновлялся фильмами и заимствовал оттуда какие-то идеи, но также он был хорошо ознакомлен с первоисточником, одноименной книгой от Майкла Крайтона. В новелизации «Парка юрского периода» есть сцена, которая происходит глубоко в джунглях, в закрытой зоне, и персонаж знает, что там что-то есть, шуршит. Но его зрение затуманено густой листвой джунглей.
В фильме есть похожая сцена, где корову опускают в клетку с рапторами, но в фильме это показано сверху, с безопасного расстояния. В то время как сцена в книге происходит на уровне глаз, как если бы человек на самом деле был бы там. Затем в книге персонаж пытается заглянуть сквозь кусты, и внезапно происходит резкое движение, прежде чем на него нападают с резкой скоростью. Это был мой образ для Динокризис. Хищное существо, лежащее в засаде, и тот уникальный, первобытный страх, который это вызывает в нас. С противниками разработчики определились, но тут возник не менее важный вопрос: в каком сеттинге должна быть игра. Синдзи Миками хотел, чтобы новый проект не воспринимался как очередная вариация «Обитель зла», а предлагал новые идеи и инновационные механики. И отсюда было решено перенести его полностью в трехмерное окружение, без использования заранее отрендеренных задников. В то время эта тенденция часто сподвигала франшизу переходить из 2D в 3D, и не всегда это было удачно. Для Capcom это было немного проще, так как они уже разрабатывали игры в 3D, и первым их опытом стал файтинг под названием «Звездный гладиатор». Вышел он в 1996 году, и в этой игре Capcom впервые задействовала трехмерное окружение. Прощупывать почву с футуристичного файтинга оказалось наиболее простым и, конечно же, безопасным решением, которое помогло в дальнейших проектах. Через год также в полном 3D вышел легендарный Mega Man Legends. Так что опыт с работой в трехмерном окружении перед созданием Динокризис у компании уже имелся. На ранних этапах разработки команда хотела поместить игрока в более открытые пространства, чтобы он перемещался по джунглям и сражался с большим количеством динозавров. Но вскоре стало очевидно, что технические возможности первой PlayStation серьезно ограничивают количество полигонов, детализацию окружения и число одновременно отображаемых противников. Переход в полное 3D съедал много оперативной памяти, которой у приставки было всего-то 2 мегабайта. Столкнувшись с такими ограничениями, разработчики вернулись обратно к замкнутым пространствам. Кроме того, они хотели сохранить напряженную и клаустрофобную атмосферу сурвайвал-хоррора. Поэтому они остановились на концепции военного научно-исследовательского комплекса, который по всем заветам парка юрского периода расположился на удаленном и необитаемом тропическом острове. Отказ от детальной проработки джунглей позволил разработчикам сосредоточиться на создании крупного 3D-объекта. Но опять же из-за технических ограничений пострадало качество самого окружения, которое по сравнению с «Обитель зла» стало заметно проще и куда менее богатым на детали. Ранее компания использовала двухмерные задники, поверх которых перемещались трехмерные модели. Такой подход позволял художникам вручную наполнять каждый кадр различными мелочами. В Динокризис же окружающий мир рендерился в реальном времени. Разработчикам приходилось экономить буквально на каждом полигоне, из-за чего многие локации выглядели достаточно пустыми. Но и здесь авторы смогли найти способ, как это обыграть. Вместо роскошного особняка игрока отправили гулять по различным лабораториям, военным ангарам и техническим отсекам, где минималистичный дизайн смотрелся вполне себе естественно и соответствовал научно-фантастическому сеттингу. Пустые холодные стены усиливали чувство изоляции. В этих помещениях просто не находилось места обыденным вещам, и только одно высокотехнологичное оборудование служило дополнением к столь депрессивному интерьеру. Снаружи прогулка будет пролегать в основном среди бетонных стен и ржавых металлических ограждений. За их пределами простирается кромешная темнота, но это вполне объяснимо. Детали, с которыми не будет взаимодействовать игрок, станут лишней тратой ресурсов консоли. Поддерживает атмосферу и Skybox, на котором изображено полнолуние. Движение туч посреди ночного неба заметно так оживляет статичную картинку. Кстати, здесь можно заметить контуры текстуры Skybox, которая очевидно вращается вокруг локации. По итогу, такой минимализм служит элементом дизайна и при этом экономит ресурсы приставки. Также он помогает противникам свободно передвигаться и ни обо что не спотыкаться. В качестве переходов между локациями разработчики решили использовать уже хорошо знакомые по «Обитель зла» анимации открытия дверей. Они скрывали загрузку и служили элементом атмосферы, нагнетая саспенс перед входом в следующую комнату. В Динокризис этот переход сделали более иммерсивным. Если раньше была только дверь, то теперь появилась героиня, которая ее открывает. Благодаря этому решению игрок больше не теряет визуальный контакт с персонажем, а переход между комнатами стал более естественным. Любопытно, что в файлах игры осталась неиспользованная анимация. Во время открывания двери героиня сталкивается с неизвестным существом и в страхе отступает на несколько шагов назад. Эта вырезанная сцена напоминает аналогичный момент из сиквела «Обитель зла». К сожалению, этот фрагмент так и не был задействован в финальной версии.
Но зато в зависимости от состояния персонажа меняется и ее анимация. Если героиня получила ранение, то она начинает хромать, переходя в следующую локацию. Узнать ее состояние можно только чисто визуально, так как в игре отсутствует какой бы то ни было индикатор здоровья. Если девушка держится за бок, то у нее осталась примерно половина жизней. А если она серьезно хромает, то значит она находится на краю гибели и необходимо срочно лечиться. Вдобавок ко всему, некоторые атаки динозавров могут вызвать рассечение, которое приведет к кровопотере. У героини начнет медленно уменьшаться здоровье, а сама она будет оставлять за собой пятна крови. Для остановки кровотечения необходимо использовать гемостат или зажим в зависимости от перевода. Создается он, как и многие другие ресурсы, из подручных средств. Игроку необходимо искать материалы, чтобы крафтить те или иные предметы. Выглядят они как контейнеры, которые находятся в воздухе и вращаются по оси. А все потому, что если бы они были статичными, то скорее всего сливались бы с окружением. В Обитель Зла все расходники и квестовые предметы были выполнены в 3D и отлично выделялись на 2D бэкграундах. Их легко было заметить на статичном фоне, да так, что игрок ни за что бы их не пропустил. Из-за перехода в трехмерное пространство у разработчиков появилась проблема, как визуально выделить предметы. Они смешивались с окружением, из-за чего их было довольно трудно обнаружить. Тогда разработчики решили сделать предметы вращающимися по оси, что сразу же акцентировало на них внимание. В этих контейнерах игрок может найти такие вещества, как анестетик, физраствор, усилитель и умножитель. Анестетик используется для изготовления усыпляющих дротиков, тогда как физраствор для создания медикаментов. Усилитель улучшает качество одного предмета, а умножитель его удваивает. И тут мы плавно подошли к не самой простой системе менеджмента инвентаря. По сравнению с Обитель Зла, взаимодействие с ресурсами было немного усложнено. Дополнительную трудность создавал неинтуитивно понятный и достаточно перегруженный интерфейс. Все найденные квестовые предметы попадают в раздел «Вещи». Патроны и аптечки находятся в припасах, а поменять снаряжение и тип патронов можно в разделе «Оружие». Если игрок хочет создать какой-то предмет, то ему необходимо зайти в отдельную вкладку под названием «Объединить». Разработчики хотели, чтобы игрок собирал материалы и самостоятельно решал, что ему нужно для выживания. Он был способен комбинировать и создавать предметы разного уровня эффективности, что неоднократно заставляло думать и действовать методом проб и ошибок, чтобы получить наиболее качественный предмет. В зависимости от выбранной комбинации, игрок мог получить как относительно слабое, так и невероятно мощное вещество. Всего он мог переносить с собой 10 предметов, которые между собой сортировались, если были одного уровня качества. А чтобы он мог избавиться от ненужных ресурсов, в игру были добавлены настенные ящики разных цветов. Красный содержал в себе патроны, зеленый медикаменты, а желтый и то и другое. Но была одна загвоздка, точнее даже несколько. Чтобы получить к ним доступ, нужно было найти специальный переходник. Открыв несколько ящиков, игрок вскоре обнаруживал, что они между собой никак не взаимосвязаны. То есть, если он оставлял вещи в зеленом, то в красном они уже не появлялись. Игра позволяла перемещать предметы только в ящиках одного цвета, и располагались они зачастую достаточно далеко друг от друга. По итогу, игроку необходимо было искать переходники, а затем решать, какой из ящиков лучше открыть, исходя из того, в каких ресурсах он больше всего нуждался. Также в Dino Crisis используется механика Quick Time ивентов. В определенные моменты на персонажа неожиданно нападают противники, после чего на экране внизу появляется надпись Danger. Игра никак не объясняет, что необходимо делать. Проблема в том, что если игрок ничего не будет делать, то персонаж получит повреждения или вовсе погибнет. Все, что от него требуется, это долбить на все кнопки геймпада с невероятной скоростью, и только тогда персонаж сумеет выкарабкаться. Провальная Кутея выглядит примерно так. А иногда вот так. А если игрок выполнит условия, то в некоторых случаях даже уничтожит противника. Разработчики добавили такую механику, чтобы игрок боролся за жизнь девушки и долбил на все кнопки, показывая тем, что он пытается вырваться из лап охотников. А чем же сражаться против таких грозных противников? Арсенал здесь невероятно скудный, насчитывает всего 3 оружия.
Но это впечатление обманчиво, так как здесь на каждую пушку есть апгрейды и несколько вариаций патронов. Первая стартовая пушка — это пистолет Glock 34. Использует 9-мм патроны Parabellum или 10-мм 40 Smith & Wesson. Улучшается двумя деталями. После апгрейда меняется анимация стрельбы и передвижение главной героини. Не очень эффективное оружие даже после апгрейдов. Немного увеличивается мощность и появляется станлок. Но так как у противников много здоровья, то они все равно успеют нанести удар. Лучшее решение — это ждать, когда враг начнет готовиться к прыжку, и тогда можно сбить его с ног. Следующее оружие — это дробовик СПАС-12, прямиком перекочевавший из фильма «Парк юрского периода». Хорошо сбалансированное оружие, которое способно сбивать противников с ног. Использует дробь и картечь в качестве патронов. Дробь наносит заметно меньше урона, но благодаря разбросу способна поразить сразу нескольких противников. Картечь наносит огромный урон, но эффективно только на ближней дистанции. СПАС-12 улучшается двумя деталями и после апгрейда становится практически неотличим от модели, используемой в фильме. Также этот дробовик способен заряжать усыпляющие или ядовитые дротики. Идея совсем не новая, все так же позаимствована из парка юрского периода. Причем главный герой доктор Грант использует дротики именно в игровой адаптации. С их помощью ученый усыпляет противников вместо того, чтобы с ними сражаться и убивать их. Дротики делятся на разные уровни эффективности. Слабые требуют нескольких попаданий, тогда как сильные усыпляют с одного выстрела. Отличается и время действия снотворного. В одном случае противник проснется быстро, а в другом будет отдыхать аж несколько минут. Создаются дротики из анестетика, после улучшаются усилителем, а затем комбинируются с реанимацией. В итоге получается ядовитый дротик. Самый мощный снаряд в игре. Один выстрел, один труп. Третье и последнее оружие — это гранатомет. Единственное оружие, которое полностью использует прожектайлы вместо хитскана. Как и у дротиков, снаряд сначала должен долететь до цели. Промахнуться с этой пушки — самое обычное дело, особенно если цели двигаются так быстро. На выбор даются взрывные или огненные снаряды. Взрывные используют один снаряд, огненные сразу 3, которые разлетаются в разные стороны. Гранатомет улучшается одной деталью и после апгрейда способен стрелять без перезарядки 3 раза подряд. И на этой замечательной пушке весь арсенал в игре, к сожалению, заканчивается. Чтобы разнообразить игровой процесс, были добавлены различные загадки. Динокризис буквально переполнен всяческими пазлами, которые встречаются едва ли не на каждом шагу. Игра больше запоминается не столкновениями с динозаврами, а своим богатым разнообразием головоломок. Некоторые из них были относительно простыми, например, требовалось поставить батареи разных цветов в определенной последовательности, чтобы запустить генератор. Или правильно соединить трубы, ориентируясь на их местоположение в трехмерном пространстве. Другие загадки были заметно сложнее. Игроку приходилось переставлять грузовые контейнеры при помощи специальных карт доступа. Одни карточки поднимали, другие перемещали, а третьи опускали груз на новое место. Вся сложность заключалась в ограниченном количестве доступных действий. Контейнер нельзя было перемещать в любом направлении, и от игрока требовалось тщательно продумать правильную последовательность операций, чтобы открыть себе дальнейший путь. Встречались также и компьютерные задачи. В одних случаях требовалось правильно собрать изображение из 3 фрагментов, чтобы получилась цельная картина. В других на экране монитора нужно было настроить механизм так, чтобы его темные и светлые полосы один в один совпали с заданным образцом слева внизу. Помимо них была одна хитрая загадка на память и внимательность. На экране на доли секунды показывался символ, а затем тут же пропадал. От игрока требовалось запомнить и ввести все символы в правильной последовательности. Ошибка могла привести к блокировке двери. У игрока было всего 2 попытки. Если решение было неверным, то приходилось искать другой путь. Такие пазлы было очень трудно решать без помощи ручки и блокнота под рукой. Но все перечисленное ничто по сравнению со знаменитыми загадками с ДДК-ключами. Необходимо было найти 2 специальных диска, активировать их на запертой двери и затем разгадывать сложный шифр. Перед игроком рисовалась анаграмма, и ее решение зачастую требовало логического мышления и хорошего знания английских слов. Это был настоящий вызов для каждого игрока, вне зависимости от его игрового опыта. Например, здесь стоит задача исключить буквы А, Б, Д, F, G и H. После того, как вы уберете лишние буквы, из оставшихся нужно составить слово. В данном случае буквы находятся по порядку, и если их соединить, то получается слово newcomer, то есть новичок.
А в другой аналогичной задаче необходимо было знание английского алфавита. Здесь перед нами цифры 3, 4, 5, 6, 7, 8. И что же они означали? Документ, лежащий на столе неподалеку, подсказывает, что цифры означают буквы в алфавитном порядке. Далее мы смотрим на клавиатуру и видим, что все буквы также соответствуют алфавиту. В таком случае мы исключаем буквы C, D, E, F, G, H, а из оставшихся составляем слово, которое получается лаборатория. В третьей загадке игроку предстояло обратить внимание на столбцы и буквы. Он видит цифры 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. И все, что ему нужно сделать, это исключить буквы над этими цифрами. Итого у него остаются цифры 6, 8 и 10, из которых образуется слово «энергия». Загадки были сделаны намеренно такими сложными, так как Синдзи Миками хотел, чтобы игрок не только нашел ключ и открыл им дверь, а решил вместе с этим какую-то поставленную задачу. Проблема заключалась в том, что в инвентаре отсутствовал раздел с документами, как это было, например, в «Обитель зла». И если игрок что-то забывал, то ему приходилось сначала вспоминать, где лежала эта записка, а затем к ней возвращаться, чтобы получить подсказку. А что насчет уровня сложности? В главном меню игра предлагает выбрать средний или легкий. Синдзи Миками до последнего сомневался, стоит ли вообще добавлять упрощенный режим. Он беспокоился, что большинство игроков выберут вариант попроще, быстро пройдут игру и не смогут в полной мере ее прочувствовать. В конечном итоге он все же пошел на уступки, но я бы не сказал, что игра становится намного проще. У динозавров уменьшается здоровье, а количество ресурсов немного увеличивается, загадки при этом остаются прежними. Гораздо интереснее то, что в ПК-версии появились два режима – оригинальный и обновленный. Оригинально основан на японской версии игры, а обновленный на американской. Когда игра вышла в Японии, то она была немного легче, чем версии для остальных регионов. В американской враги наносят больше урона и ресурсов при этом выдается меньше. Отличаются рецепты изготовления предметов, как и их месторасположение. Также изменены и некоторые коды от замков. Какой же из этих двух вариантов выбрать? Если вы играете в ПК-версию и хотите настоящий челлендж, каким его задумал Миками, то выбирайте обновленный. А если хотите ознакомиться с игрой в ее первозданном, но немного облегченном виде, то выбирайте оригинал. В игре присутствует система континуумов. В японской версии доступно 30, тогда как в американской всего 5. Если игрок умирает, то его воскрешает в ближайшей комнате. Когда он истратит все попытки, то игра закончится, и вернуться к ней можно будет только через сохранение. Помимо континуумов, игрок может найти предмет под названием реанимация. Реанимация действует по тому же принципу, только вместо продолжения тратится данный предмет. И иногда эта система работает нестабильно. Игрока может воскресить буквально в комнате с противником, который тут же на него нападет. В «Обитель зла» персонаж находил чернила, которые использовал на печатной машинке, чтобы сохранить свой прогресс. В Dino Crisis эту систему в корне изменили. Есть специальные сейф-румы, в которые не могут попасть противники. Обычно это медицинские кабинеты, какие-нибудь офисы или серверные помещения. Оказавшись там, игрок слышит уникальную музыкальную композицию. Она спокойная, но одновременно тревожная и даже немного трагичная. Музыка создает редкое ощущение безопасности посреди всей этой трагедии, хотя не позволяет окончательно расслабиться. Когда героиня покидает эту комнату, то игра предлагает сохраниться. Количество сохранений не ограничено, и никакие чернила для этого не требуются. Как и в «Обитель зла», некоторые кат-сцены в игре представлены в виде CGI-роликов. Из-за скромного бюджета их количество свели к минимуму. После старта нас встречает продолжительное интро. Главная героиня получает электронное письмо, в котором содержится информация о предстоящем задании. Далее мы наблюдаем, как команда агентов уже готовится десантироваться на остров. Нам показывают все главные действующие лица, но пока что скрытые под балаклавами. После того, как отряд высадится на пляже, каждый по очереди снимет свою маску и тем самым познакомит себя с игроком. Главным героем является девушка по имени Регина. Когда она снимает маску, то сразу же привлекает внимание своим необычным цветом волос. По словам разработчиков, ее креативный образ был вдохновлен персонажем Джессикой Прист из фильма «Спаун» в исполнении актрисы Мелинды Кларк. Между персонажами действительно имеется что-то общее. Обе носят темный костюм без рукавов и длинные перчатки до локтей. У обеих рыжеватый цвет волос, и обе являются агентами. Яркий цвет волос девушки выделяется на фоне мрачного окружения, подчеркивает ее значимость и делает похожей на киногероиню.
Внешний облик Регины формировался в самую первую очередь и прошел через множество концепций. Отчетливо видно, что художники экспериментировали и регулярно обновляли ей гардероб. Единственное, что не менялось, так это цвет ее волос. Когда образ девушки был готов, то на его основе уже создавались и ее партнеры Рик и Гейл. Судя по мануалу, девушке 23 года, ее рост составляет 175 сантиметров или 5 футов и 9 дюймов. В ее внешности присутствуют азиатские черты лица, хотя ее происхождение остается загадкой. В отличие от многих персонажей ужастиков, Регина крайне хладнокровна, не против пошутить и не боится крови или монстров. Ее роль в отряде – это специалист по тактике и проникновению на сверхсекретные объекты. Девушка способна принимать трудные решения в экстренных ситуациях, от которых может зависеть жизнь других персонажей. Она не вступает в дебаты и конфликты, зачастую старается выслушать обе точки зрения и действует согласно ситуации. А теперь об ее чувстве юмора. Вы только послушайте, как она отреагировала на первый попавшийся растерзанный труп. That's disgusting. Саркастичности ей не занимать. Боюсь представить, какой была бы ее реакция на самого первого зомби. That's disgusting. Что же касается ее партнеров, то они часто конфликтуют и являются полными противоположностями друг другу. Первого из них зовут Гейл, ему 35 лет, рост составляет 182 сантиметра или 6 футов. Жесткий парень, который играет роль лидера в отряде. По словам Синдзи Миками, у него холодное и деловое отношение к своей работе. Он крайне суров и прагматичен, цель для него оправдывает средства, и он готов пожертвовать кем угодно ради выполнения поставленной задачи. Второго партнера зовут Рик, ему 25 лет, рост 173 сантиметра или 5 футов и 8 дюймов. Он специалист по технике и взлому компьютерных систем. И в отличие от Гейла, Рик добродушный, он веселый, забавный, а также преданный своим товарищам персонаж. Никогда не оставит в беде и всегда придет на помощь. Он готов пожертвовать заданием ради спасения жизни окружающих. Иногда он любит отпустить какую-нибудь шутку. You're not gonna believe this. He was attacked by some kind of dinosaur. Now that's a good one. So, who was it? Arnie? This isn't a joke, you idiot. We were just attacked by a big-ass lizard. For real? What's going on over there? Кажется, Рик иногда не совсем понимает, в какой ситуации он оказался, но его позитивный настрой явно разряжает обстановку. Среди фанатов ходит теория, что он основан на персонаже по имени Дьюи, который был в ранней версии Обитель Зла, но позже был удален из финальной версии игры. Согласно концептам, Дьюи, как и Рик, любил разряжать обстановку своим чувством юмора. И вот здесь между Гейлом и Риком возникают споры. Один действует прямо и просто, а второй осторожно и с умом. И на основе их конфликта была добавлена система выбора. Игроку предстоит решать, на чьей он будет стороне, и его решение определит, каким путем он пойдет дальше. Забудь об этом. Если ты не успеешь взломать код, нас сожрут динозавры. Знаю, просто тебе нужно доверять мне. А я не доверяю. Отлично. А ты, Регина? Выбирай. Появляются две опции. В одном варианте вы встаете на сторону Гейла, а в другом на сторону Рика. Если выбираете Гейла, то обычно этот путь длиннее и полон опасностей, но зато вам не придется решать некоторые загадки. Так что будьте готовы сражаться или обходить противников. Если выбираете Рика, то зачастую его путь немного короче и безопаснее, но вам предстоит решать непростые задачи. Противники в этой ветке встречаются обычно реже, что может сберечь ваши ресурсы. В один определенный момент перед игроком встанет выбор. Необходимо будет запустить генератор третьей энергии, и для его работы понадобятся запчасти. Гейл предложит найти готовые в другом конце базы, но проблема в том, что на пути будут стоять опасные противники. Рик же наоборот предложит не рисковать жизнью и самостоятельно создать запчасти из подручных средств. В стратегии Гейла вам придется прорываться и сражаться, чтобы получить готовые запчасти. Находиться они будут в специальной криокомнате. Все, что нужно сделать, это взять их и принести. Тогда как за Рика придется решить целый перечень непростых задач. Сначала нужно отыскать компоненты, а затем изготовить из них запчасти. Однажды выбор, сделанный игроком, сможет определить дальнейшую судьбу одного из персонажей и то, какая концовка потом получится. Помимо главных героев в истории присутствуют и второстепенные персонажи. Первого зовут Купер, он пропавший радист в отряде, о его судьбе никто ничего не знает. По всем заветам Обитель Зла, Купер, как и Джозеф Фрост, погиб в вступительном ролике.
Следующий второстепенный персонаж — это агент Том. Он является внедренным шпионом на острове Ибис, который передал информацию об экспериментах над третьей энергией. Когда наступил коллапс, Том сумел выжить. Он связался с Риком и попросил прийти на помощь. Гейл сразу же отказался и продолжил выполнение задания. Вне зависимости от выбора, Том все равно погибнет. Но если игрок попытается ему помочь, то увидит, как это произошло. А если продолжит выполнение задания, то гибель Тома произойдет за кадром. Ну а последний второстепенный персонаж — это виновник всего торжества — доктор Эдвард Кирк. Вокруг него крутится практически весь сюжет, ведь он является главной целью для отряда Регины. И как я упоминал ранее, Кирк был завербован Республикой Барджинией, да так, что вынужден был инсценировать свою собственную смерть, чтобы примкнуть к новому правительству. Барджиния — это вымышленная страна, которая, вероятно, собирается создать новое сверхмощное оружие. Напрямую название этой страны в игре никогда не упоминается, но зато о ней говорится в мануале. Доктор Кирк проводит опыты над третьей энергией, вымышленным источником питания, который может послужить заменой солнечной энергии или всех земных ископаемых ресурсов. Основная же миссия главного антагониста заключается в создании оружия, которое позволит Барджинии доминировать во всем мире. Но после тщательных экспериментов оказалось, что третья энергия — это своеобразная машина времени. Только вместо привычного телепорта она меняет местами два объекта из двух разных эпох, согласно теории замещения. Доктор Кирк был готов пожертвовать чем угодно ради эксперимента, и по итогу произошла невероятная катастрофа. Именно так на острове появились динозавры, и мы наконец-то до них добрались. В 90-х динозавры были особенно популярны, и выбор их в качестве противников не является откровенным сюрпризом. Вымершие существа населяли Землю в мезозойскую эру, которая включала в себя триасовый, юрский и меловой периоды. Начало этой эры положено 252 миллиона лет назад, и в это далекое время материки на Земле располагались несколько иначе. Суша была покрыта густыми джунглями, которые преимущественно состояли из папоротниковых, хвойных и тропических лесов. В поздние периоды появлялись первые цветковые растения. Воздух был гораздо более душным и влажным. Он содержал огромное количество углекислого газа, который создавал мощный парниковый эффект. Температура была в среднем выше на 5-10 градусов по сравнению с современным миром. На южном и северном полюсах отсутствовали ледяные шапки, так как там было относительно тепло. И именно в эту эпоху доминировали динозавры. Эволюционировали они из мелких рептилий, которых называют архозаврами, и за сотни миллионов лет постепенно распространились по всей Земле. В игре представлено всего 5 видов, буквально капля в море по сравнению с тем, сколько вариаций этих существ на самом деле было. И Синдзи Миками в своем интервью поведал, почему выбор был столь ограниченным. Мы сократили количество динозавров до нескольких ключевых, но взамен постарались создать большее разнообразие в их действиях и просто в самих ситуациях. Как по мне, качество важнее количества. Отчасти мы не могли добавить больше из-за нехватки ресурсов и рабочей силы, но мы никогда и не преследовали цели создать зоопарк с большим количеством видов. В игру попали в основном представители мелового периода, который длился от 145 до 66 миллионов лет назад. Делятся они на тераподов и птерозавров. Тераподы — это сухопутные существа, у которых мощные длинные задние конечности и короткие передние. Передвигаются исключительно на двух ногах, обладают длинным хвостом, который служит балансом во время передвижения, ну или одним из орудий атаки. Все они без исключения теплокровные, кожа покрыта чешуей или перьями для терморегуляции. Обладают высоким метаболизмом, что сподвигает их регулярно выходить на охоту. Тераподы преимущественно являются хищниками, и в их состав вошли велоцирапторы, компсогнаты, тирезинозавры и тираннозавр Рекс. Птерозавры — это летающие рептилии, которые являются первыми в истории позвоночными животными, освоившими воздушное пространство. Они летают при помощи крыльев, а на земле передвигаются на 4 конечностях, используя локти как опору. Между пальцами и телом у них натянута тонкая, но прочная перепонка, пронизанная мышцами и кровеносными сосудами. Благодаря этому уникальному инструменту они задействуют активный машущий полет. Как и тераподы, они являются плотоядными хищниками. Используют свой длинный клюв в качестве оружия и задней конечности для захвата жертвы. В состав птерозавров попал всего один представитель, и это птеранодон. Итого у нас суммарно 5 видов.
Теперь о каждом по порядку. Первым идет Велоцираптор. Самый наиболее часто встречаемый противник. Обладает большим количеством анимаций атак. Может нанести урон с любой позиции. Даже лежа на полу он может ударить хвостом или укусить за ногу. Может запросто сбить с ног, выбить оружие из рук девушки. А после перечисленного с радостью устроит настоящий таран и может протащить героиню буквально через всю комнату. Иногда он любит притворяться мертвым. Стоит игроку потерять бдительность, как тут же его нога окажется в звериной пасти. Единственный способ определить, притворяется ли наш товарищ, это лужа крови под ним. Если она есть, значит можно перевести дух. Велоцирапторы представлены в двух вариациях. Стандартный носит зеленовато-коричневый камуфляж, а его более мощный партнер предпочитает синие и красные оттенки. Внешний образ этих существ позаимствован все так же из парка юрского периода, как и их способность открывать двери и свободно перемещаться между комнатами. Только вот есть одна маленькая проблема. В фильме использовался не Велоцираптор, а его близкий родственник Дейна Них. Авторам это имя показалось не очень-то привлекательным, поэтому они специально для фильма переименовали это существо в Велоцираптора. Capcom не стала ничего придумывать и просто использовала хорошо узнаваемый образ, хоть он и был совершенно недостоверным. А как же выглядел настоящий Велоцираптор? Научно доказано, что у него, как и у любого раптора, были перья. На ногах имелся серповидный коготь, одно из самых жутких орудий, которое когда-либо было создано природой. Рапторы глубоко вонзали его в тело своих жертв и разрывали ткани. Это помогало им фиксировать и удерживать добычу, и именно этот острый коготочек попал на обложку игры. Сам Велоцираптор был небольшого роста и значительно уступал в габаритах своей киношной версии. Его вес составлял около 15 килограммов, и внешне он походил на индейку, у которой выросли длинные когти и острые зубы. И теперь давайте представим, как бы смотрелся этот хищник на фоне Регины, и очевидно он был бы размером примерно по колено девушки. Но столь скромный размер не делает этого безжалостного убийцу менее опасным. Второй по счету это Камсагнат, единственный представитель юрского периода в этом топе. Самый маленький и практически безобидный противник. Как бы он ни старался делать свой любимый кусь, Регина, вероятно, даже этого не замечает. Точнее, она делает вид, что ей немного больно, чтобы не обидеть этого маленького зверька. Вся его сила заключается в количестве, из-за этого он нападает стадом на достаточно крупные цели. Эти камсагнатыши налетали толпой и буквально закусывали до смерти свою жертву. Вымер этот проказник примерно 150 миллионов лет назад, и как он оказался на острове Ибис с остальными динозаврами, остается загадкой. В игре он встречается всего трижды в 3 разных комнатах, и как мне кажется, его добавили чисто для галочки. И сколько бы он со своими братьями не пытался закусать Регину, все без толку. После 5 минут ожидания экран смерти так и не наступил. Ну а мы переходим к третьему, а третий у нас не абы кто, а сам Птеранодон. Птеранодон – это крупная хищная рептилия, которая жила в меловом периоде примерно 85 миллионов лет назад. Несмотря на свои габариты, он спокойно летал и парил над землей, а все потому, что у него тонкие полые кости, которые значительно облегчали его вес. Считается, что он охотился в основном на рыбу, хватал ее своим длинным клювом и заглатывал целиком, прямо как современные альбатросы или пеликаны. Птеранодона часто путают с птеродактилем, и давайте разберемся, как же их отличить. Птеродактиль жил в юрском периоде примерно тогда же, когда и камсагнаты. Он значительно уступает в габаритах, и в пасти имеются острые зубы, которых как раз таки нету у Птеранодона. Не знаю, почему так распорядилась природа, но она решила, что Птеранодону зубы не нужны. И в этом заключается самое очевидное отличие между этими двумя видами. В игре Птеранодон встречается снаружи и атакует Регину своим клювом. После удара он гарантированно сбивает ее с ног, а затем подлетает и хватает ее лапами и пытается увести в свое логово. В этот момент Регине ничего не остается, кроме как вырываться. Она упадет на землю и получит повреждения. Лучшее решение — это не вступать с ним в бой и просто убегать. Ну а если уж другого варианта нет, то попасть в этого хищника не так-то просто, но вполне реально. Если Регина всадит в него усыпляющий дротик, то Птеранодон грохнется на землю и уснет сладким сном. Выглядит эта сцена довольно-таки мило. Когда он проснется, то взлетит обратно в небо и с радостью продолжит доставлять неудобства. А вот кто действительно доставляет неудобства, так это Терезинозавр. Четвертый и самый опасный рядовой противник. Он буквально способен ваншотать, а все потому, что этому зверю просто нравится причинять боль. Когда он собирается сделать свое злодеяние, то подобно медведю поднимает лапы вверх и набрасывается на героиню. Если девушка оказалась сбита с ног, то скорее всего это уже конец. Смерть наступает моментально, после чего этот злодей начинает праздновать победу. Из-за крупных габаритов его трудно обойти, и зачастую с ним
ним приходится вступать в бой. Проблема в том, что он при каждом удобном случае сбивает с ног или хватает девушку и начинает трясти ее как тряпичную куклу. По всей видимости, это то, чем он больше всего любил заниматься, когда жил в свою эпоху. А если решите убежать, то у вас будет ждать неприятный сюрприз. Лучшее решение — это создавать ядовитые дротики, которые сразу же отправят столь неприятного спутника на канвас. А теперь о настоящем тирезинозавре. Его игровая интерпретация совершенно недостоверна и имеет мало что общего с реальностью. Настоящий тирезинозавр был выше даже самого Тирекса, и его рост по разным оценкам достигал от 5 до 6 метров. Об его образе жизни до сих пор ходят споры. Он является самым таинственным тероподом и, вероятно, одним из самых загадочных динозавров в истории. Многое указывает на то, что он был травоядным. Считается, что своими длинными когтями он обхватывал деревья и притягивал их к себе, чтобы питаться листьями. У него нет острых зубов, которые он мог бы использовать в охоте. Остаются только когти, но и они, скорее всего, служили средством самообороны. И вот в Динокриис перед нами самый настоящий убийца, который не прочь полакомиться мясом. Он абсолютно не похож на настоящего тирезинозавра, а вот следующий противник очень даже похож. Тираннозавр Рекс — это главный и единственный полноценный босс в игре. Он, как настоящий немезис, будет преследовать девушку от начала и до самого конца. Оказать ему сопротивление невозможно, так как ни один вид оружия не способен нанести ему хоть какой-то ущерб. Каждое его появление буквально заставляет кровь стынуть в жилах. И стоит ли говорить, что сражаться с этим зверем крайне плохая затея. Лучшее решение — это бежать. Бежать и надеяться, что он не сожрет вас раньше. Настоящий Тирекс достигал 12 метров в длину и 4 метра в высоту, весил около 8 тонн. Его укус считается самым сильным в истории среди наземных существ. У него были огромные тупые зубы. Благодаря им и своим массивным челюстям он с легкостью пробивал броню и буквально переламывал кости. В отличие от многих других хищников, Тирекс обладал бинокулярным зрением. Он видел мир одновременно двумя глазами, объединяя два изображения в одно, прямо как человек. Это позволяло ему оценивать дистанцию до жертвы с точностью до миллиметра, и он прекрасно видел все движущиеся объекты, вопреки мифу, который посеял парк юрского периода. Там это было обусловлено необходимостью создать напряженные сцены, где герои замирали в присутствии хищника и пользовались тем, что он их не видит, пока они неподвижны. А вот то, как он бегает в игре или в кино, это вероятно неправда, так как в реальности он бы просто переломал себе все кости, которые не выдержали бы нагрузку и сломались бы под собственным весом. Бег подразумевает, что обе ноги одновременно будут отрываться от земли. При его весе он бы сломал кости, когда приземлялся на одну ногу во время спринта. В реальности он, скорее всего, мог ускорять шаг на короткие дистанции, но не более того. В Динокриис это опаснейший противник, но появляется он не так уж часто. Во многом из-за своих внушительных габаритов, которые просто не позволяют ему находиться в небольших помещениях комплекса. Из-за этого он обитает только в определенных зонах, но каждую встречу с ним игрок определенно запомнит. У Динокрииса имеется своя собственная демо-версия, вышла она, как ни странно, позже самой игры, аккурат к выходу Обитель Зла 3. Триалка поставлялась в комплекте вместе с третьей частью. А что же там внутри? В демо-версии имеется уникальный экран выбора уровней. Каждый из них представляет из себя короткий эпизод из финальной версии игры, где дают немного побегать по определенным локациям, пострелять в велоцирапторов и решить пару загадок. Никаких особых отличий в игровом процессе нет, так как демка вышла после релиза. В конце каждого из уровней появляется эксклюзивный экран с главной героиней, которая торжественно намекает, что продолжение следует. А оно действительно есть. Capcom собиралась портировать игру на портативную консоль Game Boy Color. Это далеко не первая их попытка, так как ранее компания вовсю пыталась это сделать первой частью Обитель Зла. Порт был почти готов, существует даже играбельный билд. Но по каким-то причинам компания решила его отменить. И с Динокриис приключилась абсолютно та же история. Для Game Boy Color игру, ясно
понятное дело, перенесли обратно полностью в 2D. Обещали портировать и весь игровой процесс, оружие, противники, загадки и так далее. Неизвестно, насколько игра была готова, но есть буквально парочка скриншотов, которые показывают, как все это выглядело на самом деле. И как мне кажется, дизайн Dino Crisis идеально подходит под 8-битную приставку, и очень жаль, что этот порт был отменен. Но будем честны, вряд ли по техническим причинам этот порт был вообще возможен, даже со всеми оговорками. Хотя порт Обитель Зла 2 на Nintendo 64 каким-то образом существует, так что, как показывает история, в геймдеве нет ничего невозможного. Ну а мы переходим к концовкам, где подробно поговорим, как получить каждую из них. Но для начала немного о событиях. С помощью спутниковой антенны герои сумели вызвать подкрепление. Когда прибыли спасатели, то казалось, что миссия подошла к концу, но тут появился тираннозавр и без труда уничтожил вертолет. Столкнувшись с монстром, герои были вынуждены отступить и спустились в подземный военный комплекс. Там они обнаружили порт, где вполне вероятно может находиться какая-нибудь лодка, но проблема в том, что путь туда перегораживает третья энергия. Любой контакт с этой неизведанной силой может буквально расщепить на атомы, что и проверяет Рик, бросив туда монетку. Чтобы деактивировать третью энергию, необходимо заново включить, а затем и полностью перегрузить реактор. Когда Регина с трудом выполняет поставленную задачу, то в комплексе случается землетрясение, и на Гейла обрушивается потолок. Доктор Кирк, пользуясь случаем, сбегает, и перед игроком встает непростой выбор. Дорога в порт теперь открыта, и там даже есть военный катер. Но Гейл хочет выполнить миссию, невзирая ни на что, и идет прямо за доктором. В комплексе в любой момент может произойти цепная реакция, и весь остров расщепит на атомы, отправит в прошлое или того хуже. Зная это, Рик настоятельно рекомендует спасаться прямо здесь и сейчас. От этого выбора и от некоторых действий, проделанных ранее, зависит концовка. Всего их 4 штуки. Если вы не решили все загадки в комплексе, не открыли вертолетную площадку и выбираете Гейла, то Регина обнаружит его с доктором Кирком в лаборатории. Тут станет ясно, что у Гейла было особое задание. Оказывается, что основная задача не вывести доктора, а собрать данные об его экспериментах. Всегда верный командир передает диск со всеми данными Регине и умирает от полученных повреждений. После данного события Регина со всем оставшимся составом отправляются в порт. Там они находят тело мертвого тираннозавра. Что с ним случилось, никто не знает. Как мне кажется, здесь планировался какой-то особый босс, например, ихтиозавр, который перенес бы сражение в водное пространство, но его разработчики не смогли или не успели добавить. Герои находят военный катер и уплывают, а затем оказывается, что за ними гонится оживший Тирекс. Девушка вступает в бой и обстреливает хищника, который внезапно плавает, как настоящая акула. Еще один намек, что здесь точно кто-то был вместо Тирекса. Девушка успешно обороняется, после чего наступает классная кат-сцена, в которой Регина достает гранату и бросает ее в пасть Тирекса. Жаль, что мы можем увидеть этот крутой момент только в плохой концовке. Спасается Регина, Рик и доктор Кирк. Гейл, к сожалению, погибает, но задание при этом выполнено. Если выбираете Рика и следуете строго за ним, то девушка оглушает Гейла, после чего Рик обхватывает раненого товарища и помогает ему добраться до лодки. В этой концовке мертвый Тирекс не встречается. Герои спокойно добираются до лодки, но оказывается, что здесь нет топлива, и Рик поручает Регине найти горючее. Девушка спокойно справляется с заданием и отдает канистру Рику, но тут в помещение врывается Тирекс. Пока Рик заправляет лодку, девушка вступает в смертельную схватку. Она отлично обороняется, но шансы ее невелики. Вскоре на помощь приплывает Рик. Он достает базуку и подрывает цистерны. Раздается мощный взрыв, который дает фору девушке. Тирексу, в общем-то, по барабану, он спокойно ныряет в воду. Герои уплывают, но их вот-вот настигнет монстр. И здесь на острове происходит цепная реакция, которая буквально испепеляет доисторического ящера. Это единственная концовка, в которой взрывается реактор и уничтожает половину острова. Но, как мне кажется, этот кусок земли просто куда-то исчез, вероятно, отправился в прошлое. Спасается Регина, Рик и Гейл. Доктор Кирк сбежал, задание не выполнено.
Если вы не решили все загадки, не открыли вертолетную площадку и вновь выбираете Рика, Регина все так же оглушит Гейла. Партнеры точно так же уйдут в порт, но девушка за ними не пойдет, а отправится ловить антагониста. Чтобы его найти, необходимо воспользоваться передатчиком, который ранее героиня получила от Гейла. Девушка отправляется в секретную зону, где как раз таки находится вертолет, и оказавшись там, она обнаружит беглого ученого, который пакует вещи и собирается сбежать. Регина подкрадывается, а когда доктор ее замечает, то получает с ноги прямо по лицу и тут же отправляется спать. Злодейским планом не суждено было сбыться, девушка сразу же связывается с товарищами и просит их немедленно прийти сюда. Регина их встречает, но проблема в том, что за ними следует не абы кто, а сам T-Rex. Куда бы ты ни шел, где бы ты ни прятался, он тебя всегда найдет. Пока герой добирается до своего пункта назначения, за ними гонится хищник, и дабы поумерить его пыл, Регина достала гранатомет и начала поливать его свинцом. Это выиграло немного времени и дало возможность добраться до вертолета. Герой садится и улетает, но T-Rex и не думает останавливаться. Он явно хочет выиграть на перегонке с вертолетом, и у него это отлично получается. Команда понимает, что они не успевают, но тут Рик обнаруживает, что у вертолета есть ракета, и он с радостью избавляется от нее от греха подальше прямо под ноги T-Rex'у. В очередной раз раздается мощный взрыв, после которого герои наконец-то покидают остров и под лучи восходящего солнца улетают в рассвет. В этой хорошей концовке спасаются все. Задание выполнено. После титров игра сообщает, что здесь всего 3 концовки, но на деле их 4. Четвертая во многом похожа на предыдущую хорошую, но немного отличается способ ее получения. Для этой концовки необходимо решить все загадки и получить наивысшую карту доступа, которая откроет двери, ведущие на вертолетную площадку. Добравшись туда, Регина обнаружит, что в этом ангаре есть необходимый транспорт для побега и запомнит его место расположения. После обнаружения вертолета вы делаете выбор в пользу Гейла и отпускаете его на поиски доктора. И как мы помним, в плохой концовке мы встречали персонажей в лаборатории, а здесь эта встреча проходит в хранилище специальных вооружений. Разговор между персонажами будет совершенно другим, но что самое главное, Гейл не погибнет, но при этом скажет доктору спасибо за информацию. Это вызовет у Регины некоторое опасение, но она так и не узнает, что у Гейла было спецзадание. Далее девушка сообщает, что неподалеку есть вертолет и предлагает отправиться туда. Она отводит их на площадку, и что самое интересное, доктор Кирк даже не сопротивляется. Затем Регина звонит Рику и просит его прийти сюда. Она его встречает, но вместе с Риком приходит и наш старый добрый знакомый. Все дальнейшие события повторяются один в один, как в хорошей концовке. Но на мой субъективный взгляд, эта альтернативная является самой лучшей и полноценной. Спасаются абсолютно все. Задание выполнено, и теперь можно с чистой совестью встречать рассвет и смотреть долгожданные титры. Как же приятно видеть титры, как будто целая гора с плеч, особенно для меня, который перепрошел эту игру несколько раз. Досмотрев их, игра подскажет вам итоги вашего прохождения. После него откроются дополнительные костюмы, и если вы прошли игру менее чем за 5 часов, то откроется режим Wipeout. Для ПК-версии он доступен по умолчанию. В этом режиме вы бегаете по определенным локациям, и ваша задача устранить врагов за отведенное время. Данный мини-режим во многом похож на наемников или батл-моды из резидентов и является небольшим таким приятным бонусом после прохождения игры. Что ж, ну а теперь давайте подводить итоги. Dino Crisis — это сложная игра, ну прям очень сложная, и далеко не каждому фанату жанра она придется по вкусу. Все гораздо проще, если вы играете в нее на эмуляторе с быстрыми сохранениями, но все трудности всплывут, как только вы начнете играть в нее по-честному, без права на ошибку. И высокая сложность стала для игры камнем преткновения, за что ее регулярно критикуют. Не всем пришлись по душе крайне запутанные пазлы, которые довольно трудно решать, не держа рядом ручку с блокнотом. Вероятно, для многих прохождение этой игры заканчивалось на загадках с ДДК-ключами, особенно для тех, кто играл в пиратскую версию с недобросовестным переводом. Игроки также жаловались, что просто пришли пострелять в динозавров, а вместо этого получают от них по лицу. Дошло до того, что после выхода игры офис Capcom забросали письмами с просьбой больше никогда не делать в играх такие сложные загадки. Capcom учла эти пожелания, через год выпустила сиквел, где все эти головоломки вырезала подчистую и дала возможность истреблять динозавров буквально штабелями без каких-либо усилий.
Dino Crisis 2 превратился в настоящий зубодробительный доисторический экшен, где игрок после каждого уничтоженного противника получает очки, которые потом тратит в магазине, покупает пушки, патроны, аптечки и так далее. С геймплейной точки зрения это фактически другая игра, в которой не нашлось места ужастику. Противников много, а патронов еще больше, просто стреляя во все, что движется. И многим фанатам вторая часть нравится гораздо больше, чем первая. Она проще, динамичнее, быстрее, честнее и совершенно не напрягает голову. Но лично я дам предпочтение первой, за ее смелые идеи и желание предложить в жанре что-то новое. Она создает напряжение и здорово передает страх погони, где вы являетесь жертвой, не способной оказать достаточного сопротивления. Dino Crisis — это несправедливо забытая серия, но с годами про нее вспоминают все чаще, а слухи об ее возрождении распространяются все быстрее. И кто знает, может быть однажды она вернется, и мы узнаем о новых приключениях Регины, ну или во всяком случае увидим ремейк какой-то из частей. Так или иначе, динозавры никогда не устареют, ведь это в первую очередь история нашей планеты. По традиции показываю вам весь проект. Этот путь, как всегда, был очень долгим, но также невероятно увлекательным, интересным и захватывающим. Надеюсь, что и вам было тоже интересно. Спасибо вам огромное за просмотр. Поддержите видео всеми возможными способами, какими только пожелаете, будь то комментарии, лайки или донаты. Спасибо вам еще раз и до скорых встреч.